Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня я вам покажу оригинальную вещь, которая мне очень-очень нравится. Это косметичка, чудо-косметичка. Все, что мне очень нравится, я называю чудо-косметичка. Она очень функциональная, посмотрите. Так раскрывается на магнитных кнопках. Вот, раскладывается, очень удобно ей пользоваться. С одной стороны молния, и с другой стороны такая же молния. И здесь прозрачный карман. Сюда можно вложить все, что вы захотите, то, чтобы было видно. И таблетки, например, и документы. Вот. Это обычный кошелек косметичка по центру, на подкладке. Очень вместительный. И с этой стороны тоже карман на молнии. Большой, вместительный. Косметичка очень удобная в эксплуатации. Легко ей пользоваться. Сшита из остатков ткани, что немаловажно. Застегивается на магнитные кнопки. Ее можно использовать как органайзер для сумки. Выполнить можно в любом цвете, любой техникой шитья, в виде настрочки, абсолютно любой. Вот такая чудо-косметичка у меня в руках. Если она вам также нравится, как и мне, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Так, я сейчас делаю заготовку для косметички. Сэндвич уже сложила между собой. То есть сначала ткань, которая вам нравится, с рисунком. Затем я уложила флизелин. Затем 2 слоя поролона 3-миллиметровых. И снизу ткань, которая вам тоже нравится. Потому что, может быть, я оставлю эту часть. Посмотрим. Вот техника такая. Выбираем рисунок. И уже по рисунку начинаем строчить. Те, кто владеет техникой свободной стежки, вам, конечно, легче. Я поставила лапку с верхним транспортером. И теперь вот так разворачиваю, как мне нравится, по рисунку строчу. Наверное, я делаю это неправильно, но я уже не первую косметичку так шью. Мне нравится так. Дохожу до рисунка и потом опять по рисунку. Дальше могу по этой же строчке прострочить. Вам не видно, а мне видно. Вот здесь полосочки, тычинки, цветочки. Я по ним строчу, разворачивая машину, а потом буду вот это вот внутри, то, что образуется, утапливать меленько, с обычными строчками из машинки. Вот смотрите, их тут много. Найду саму мелкую и буду внутри заполнять. Вот этим, например. У меня получится заготовка определенной высоты и ширины. Я ее осноровлю и дальше буду уже делать свою чудо-косметичку. Как-то так. Приступаем к пошиву косметички. Начинаем с выкроек. Выкройки, как всегда, делаю сама. Сначала основная деталь – это ткань верха. И если мы с вами ее рассмотрим, то по длине уже с припусками моя деталь будет 42 сантиметра. Вот так по длине. Вот написано 42. По ширине 25. Это тоже с припусками. 3 сантиметра вправо и влево. И округляем. То есть, это все очень индивидуально, поэтому смотрите сами.
Значит, по центру, если сложить, в сторону отступаем 3 сантиметра, проводим линию. Это будет дно, чтобы было понятно, вот это дно. И уже в зависимости от вашей выкройки дальше строятся другие детали и другие карманы. Вот, теперь, значит, у детали по центру прозрачный карман. Вот. Значит, использую я пленку, называется жидкое стекло номер 6. Перед этим делала сумку номер 3, мне показалось, нужно потолще. Вот номер 6 идеально подошел. Что я сделала? 2 края окантовала, и один уже окантованный край прикрепила к молнии. И перед этим на молнию настрочила кусочки. Сначала вот так, потом вот так. Вот, для того, чтобы, ну, создать немножко поинтереснее. И с этой стороны, получается, я прикреплю. Какой размер этого кармана? То есть вот так я прикреплю. Размер кармана вот между этой и этой линией 29 сантиметров. Я укладываю 29 сантиметров и окантовываю. Затем уже молнию пришиваю с одной и с другой стороны. Вот так. Теперь, значит, я сейчас вот здесь пришью молнию, а потом сюда нужно добавить еще вот такие обтачки. Ширина обтачки 7 сантиметров, согнутая пополам. Ширина такая же. То есть я ее укладываю и точно так же притачиваю близко к молнии. То есть заготавливаем прозрачный карман. Это первый этап. Он должен быть соответствовать точно такой же заготовке, как и ткань верха. Вот. Значит, ткань верха. Как делать ткань верха, я вам уже показывала. Это может быть все всевозможно. У меня вот что получилось. Не могу сказать, что получилось идеально, но что-то подобное. Вот смотрите, я просто расстрочила всякими зигзагами, строчечками. Можно просто настрочить. И так как подкладка у меня не получилась хорошей, мне пришлось взять подкладку. Я взяла, обязательно ее продублировала и закрываю вот этот не очень красивый край. Значит, подкладка. Подкладка должна быть такая, но смотрите, когда мы сгибаем, подкладка выходит вверх, поэтому вот этот сантиметр всегда нужно отрезать. Но это я сделаю потом. Этот сантиметр обрезать на сгибе. Он выйдет. То есть под натяжением подкладка должна быть. И хочу показать вам детали кроя основной косметички. Если мы рассматриваем по центру, вот так складываем, то вот здесь 30, вверху 24, опять же с припусками 17,5, делаем уголок и потом отступаем 12,5, отрезаем, делаем вот такой уголок. Здесь 2 сантиметра, вот здесь 2, а вот здесь 12,5 от центра. И делаем вот такой уголок. Идея такова, что оно должно соответствовать вот здесь. Здесь будет молния, и шить мы будем из гобелена, и у нее должна быть подкладка. По центру у меня будет строчка, это удобно так шить. Советую вам то же самое. Значит, первое, что я делаю, я заготавливаю сначала вот прозрачный карман, вот этот. Затем его уложу на подкладку и заготовлю по краю. Вот, перед соединением с основной частью косметички. Ну а потом будем шить основную косметичку. Итак, уже обработанный край детали кармана я уложила, поставила лапку.
Так как она уже окантована, мне легко строчить на обычные лапки, а саму обеечку я пришивала на тефлоновые лапки. И вот так до конца прострачиваем. Теперь нужно здесь развернуться, вот этот участок закрепить и с изнанки отрезать ненужную деталь. Вот так. Теперь я разворачиваюсь. Пленка, конечно, жесткая. И вот здесь. И теперь разворачиваюсь в другую сторону, чтобы не делать закрепку. И в обратную сторону. Вот что получилось. Теперь я вот этот участочек обрежу, чтобы его видно не было. И все. И потом с этой стороны укладываю деталь. Я ее тоже продублировала, пожестче, чтобы она была. Вот. И точно так же укладываю. Перевожу иглу в другое положение. Вот так. И настрачиваю аналогичным образом. Потом все это останавливается. Кто не умеет сразу строчить, приметывает. Строчку я ставлю чуть больше 3. Ниточка зацепилась с той стороны. Вытягиваем. Вот что у меня получилось, на мой взгляд, симпатично. Вот. Не забываем с этой стороны тоже сделать такую же закрепку, как и там. Вот, и все. И то же самое делаем с другой стороны. Карман пластиковый у нас будет заготовлен. Теперь, когда верхний карман вот этот заготовлен, мы находим его середину, укладываем на середину подкладки. Для удобства я заутюжила край. Вот, укладываем аккуратно. И желательно с первого раза, потому что, чтобы клеен на пленке не оставались проколы. Поменяла лапку на тефлоновую. Если у вас нет, то воспользуйтесь просто кремом. Аккуратно пристрачиваю его по центру. Все, я пристрочила. У меня вот здесь припосадила. Мне придется распороть, чтобы выровнять вот эти края. Вот. Можно приметать, но просто после иголочек остаются дырки. Я перепарю и переделаю. Хочу показать вам, в чем разница. Вот я сейчас распорола и вот ленилась намазать кремом. На самом деле даже тефлоновая лапка порой не спасает, поэтому я видите, идет намного лучше.
Вот. А лапка дорогая, поэтому порою не стоит покупать. Крем спасает любую лапку. Вытираем крем, и все готово ровно и аккуратно. Таким же способом на расстоянии 3 сантиметров от середины я прокладываю 2 еще параллельные строчки. Тем самым уплотняю дно. Не забываю смазывать кремом. Но уж эти строчки я сделаю не на камеру. Извините. Параллельные строчки, а потом только будем останавливать. Сейчас пока строчки. Вот что получилось. Теперь нужно вот здесь придержать, уложить на основную деталь, уравнять срезы середины. И теперь посмотреть, как при сгибании, вот берем вот так, сгибаем и смотрим, сколько выходит лишнего. Ну, здесь обтачка выходит лишняя в основном, но тем не менее, вот и подкладка выходит. Мы должны все это аккуратненько распределить и остановить уже по основной детали под натяжением. Вот, с одной стороны мы сделали. Опять уравняли. Видите, когда я сейчас вот уравнивается все. То же самое сделать с другой стороны. Под натяжением. Обрезать излишки с этой стороны. Вот так. И тогда косметичка будет красиво выглядеть внутри. То есть обтачки это не точная ширина. Видите, я их потом останавливаю. Вот что получается. Заготовка готова. Ее можно соединять, но под натяжением, под небольшим. Вот так она выглядит. Приступаем к пошиву основной косметички. Как всегда, начинаем с пришивания молнии. Точно так же я пришью кусочки по краям, чтобы это было красиво. Молния одна. Вот. И буду пришивать ее по верху аналогичным способом. С одной стороны, точно так же с другой стороны. Вот так. И потом с другой стороны подкладку, как обычно я делаю. Молнию я пришила с одной стороны, завернула уголок здесь и здесь. Вот, на однорожковой лапке, вот, значит, отступила 1,5 сантиметра. Сверху укладываю подкладку. Вот, и уже из подкладку строчу от начала. Здесь уже можно не отступать. И стараюсь попадать в ту же самую строчку. Если вы строчили на этой же лапке, вы в нее и попадете. Раскрываем. И вот, теперь нужно молнию закрыть, чтобы она не мешала. Все закрыла. И теперь доходим до конца, совмещая срезы. Ставим закрепку. То есть молния пришита между подкладкой и основным изделием. Вот так. И то же самое я проделываю с этой стороной. Все то же самое. Для удобства после притачивания подкладки я шов заворачиваю в сторону основного изделия и вот так в развернутом виде отстрачиваю край, поменяв, конечно, положение иглы. Здесь вот зубчики
Вытягиваю. Так до конца. Вот что получается. И после расстрочки, сейчас вот момент можно заутюжить. И после того, когда мы пришьем с этой стороны, то же самое нужно сделать с другой стороны. Не очень удобно будет растрачивать, но можно постараться. Лучше, если молния, конечно, разъемная. Молнию притачали. Так это выглядит. Растрочила. Вот здесь было немножко неудобно, но ничего. Вот. И наша задача теперь сложить лицо с лицом верхнюю часть и стачать по боковому. На ширину лапки вот так вдоль прострачиваем и плавно переходим в подкладку. Шов совмещаем с одной и с другой стороны. Все делаем одинаково. Для этого я поменяю эту лапку на обычную. И стачиваю. Не забывайте, что каждую деталь нужно продублировать. Подкладку я не дублировала, но мне достаточно, ну, такая плотненькая. А вообще и подкладку тоже можно продублировать. И вот на ширину лапки я буду стачивать. Ставлю край лапки. И аккуратно вот здесь обязательно нужно все совместить. Обязательно. Все швы совмещаем. Переходим через шов. И продолжаем. Так, с одной и с другой стороны. Шовчик, если есть возможность, разутюживаем. Вот этот. Раскладываем в две стороны. Боковые стачали. Вот так это выглядит. И теперь стачиваем нижнюю часть косметички. Тоже на ширину лапки. Швы также разутюживаем в разные стороны. А со стороны подкладки важно отметить, что по центру где-то сантиметров 10 оставляем отверстие. Пропускаем место. Вот. И теперь через это отверстие все выворачиваем после того, как мы все участки разутюжим. Так выглядят заготовленные детали. Вот наизнанку. Все швы я разутюжила. И теперь важным нужно будет рассечь. Здесь будет шов, но на лицо. Поэтому нужно рассечь сразу, чтобы потом было удобно. Наискосок. Вот так. С одной и с другой стороны. Вот так. И после этого, ну, то же самое сделать на подкладке. Так как подкладку мы будем тоже соединять. Вот. И выворачиваем на лицо через подкладку.
Я сразу шов заутюжила, чтобы было удобно. Все это выворачиваем на лицо. Выправляем на лицо вот эти уголочки. Для этого мы рассекали. И точно так же в это же отверстие нужно вытащить подкладку аналогичным образом, чтобы уголочки, которые обычно мы стачиваем всегда на изнанку, теперь нужно выставить вперед. Это отверстие нужно все шовчики найти, совместить, разложить. Я сейчас это разложу. И подкладку, и основную нужно вот так. Вот так. Видите, все шовчики разложила. Для этого мы рассекали. Выровняла. И стачала на лицо. Это важно. То же самое с этой стороны. Подкладка внутри будет закреплена таким образом. Нам нужно будет вот эту зашить отверстие обязательно. С этой стороны сделаем аналогично. На данном этапе у нас уже заготовка готова вот эта, за исключением того, что перед соединением нужно еще магнитные кнопки вставить. Значит, от центра я предлагаю сантиметров 7, наверное, отойти и подняться от молнии, ну вот на ширину самой кнопочки. И с одной стороны получается будет одна часть кнопочки, смотрите, две части. Вот подняться так, чтобы было удобно, практически впритык. Вот, вот так. Я отмечаю, это крайняя точка. То есть вот здесь будет центр. И точно так же продублировать с другой стороны. 7 сантиметров. Это уже тоже по желанию. Вот здесь будет кнопочка. И аналогично сделать с другой стороны. И вот уже после того, когда кнопочки мы все с вами прикрепим к внутренней части, внешней, мы будем соединять просто строчкой вокруг под натяжением, как я говорила. То есть будем от центра двигаться вот сюда. Вот такая вещь у нас получилась. Смотрите, я соединила, и она по смыслу будет здесь. И одновременно с косой бейкой вокруг вот так будет пришиваться. Я предлагаю вам вот этот участок внутри высечь, чтобы не было так толсто по возможности. И на вот этом месте, совмещая все центры, тоже пристрочить. А потом обработка косой бейки, и косметичка будет готова. Кнопки я вставила их пониже. И вот теперь той высоты косметички немножко великовато. Поэтому в конце, когда уже будет все готово, я вот этот участок сделаю небольшой вот такой захлест, придам объема. Значит, донышко я отстрочила вот так по периметру, чтобы она лучше стояла посередине. И вот таким образом это будет выглядеть. Смотрите, кнопочки будут закрываться. Вот с этой стороны, видите, немножко высоты многовато, поэтому если будете делать по моим размерам, косметичку можно по высоте сделать чуть меньше. Вот, и вот на этом этапе нужно все соединить. Сначала соединяем от центра, складываем по центру. Здесь уже под машинкой показывать не буду. От центра до вот этой точки, от центра до этой точки. Потом переворачиваем точно так же от центра до этой точки и до этой точки. И припосаживаем так, чтобы уже на дне посадки не было. Вот. И в самом конце пристрочим уже вот этот участок сюда, по центру, сюда и сюда.
Вот так, чтобы было видно. И последний пункт — это уже косая бейка, которую я еще даже не придумала, из чего делать. Итак, я заготовила косую бейку из той же самой ткани, что и основная ткань. Вот это. Из последнего кусочка нарезала 4 сантиметров по 45 градусов полоску. Всю ее стачала между собой. Вот. И теперь прикладываю с изнанки и стараюсь сшить на ширину лапки по всему периметру. Очень толсто показывать не буду, но это, я надеюсь, все понятно. Обычная техника притачивания косой бейки. После того, когда я притачала, нужно отогнуть, перевернуть на лицо и уже с лица прошить поверху. Так будет, надеюсь, красиво. Уверена, что будет красиво. С изнанки я пришила. Вот так выглядит. А на лицо переворачиваем вот так, подгибаем край и вручную заметываем сначала, вот, а потом даем строчку поверху. Получается красивый кант. И так по всему периметру. Итак, я все приметала вручную. И теперь подложила снизу бумагу, чтобы пленка вот эта не тормозила ход. И аккуратно поправляя нитки, поставила полупрозрачные, чтобы их было не сильно видно. И вот так теперь по кругу буду обрабатывать. Так смотрится изнутри полупрозрачные ниточки, а так снаружи наметку вытащу, и будет красота. Ну вот, косметичка готова. Так она выглядит в закрытом состоянии. Открываем на кнопочки. Вот так. И внутри раскрывается в полную меру большая дорожная косметичка. Ее можно использовать как дорожную, так и косметичку для сумки, потому что в эти отделения можно положить и паспорт, и таблетки, и документы. Посмотрите, они очень удобны в эксплуатации. Открываем. Посмотрите, очень удобные. Мне эта косметичка очень понравилась. Я, конечно же, буду шить такие обязательно. Как себе, так и на подарок своим любимым и близким. Если вам, как и мне, понравилась такая косметичка, и вы хотите себе ее шить, обязательно ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, творите. У вас обязательно все получится. Я точно знаю. Уважаемые подписчики и гости моего канала, я очень рада, что нас становится все больше и больше. Это говорит о том, что мой канал вам нравится. Кому нравится мой канал, ставьте пальчики вверх. Кому информация не интересна, ставьте пальчики вниз, то есть дизлайки. Поддержите мой канал, ставьте лайки и дизлайки под каждым моим видео. Пишите комментарии, давайте мне обратную связь. Подписывайтесь на меня в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграм, Яндекс.Дзен, Яндекс.Эфире. И у меня на канале есть кнопочка спонсорства. Каждый из вас может стать спонсором канала. Всем желаю удачи!